Вашингтон Кэпиталс – единоличные лидеры всей лиги, хотел я сказать, но нет. Лишь в Восточной конференции, где отрыв от второго места составляет уже 9 очков. Я думаю, ни один из вас в начале сезона не мог даже близко предположить ни о том, что Вашингтон будет на первом, ни о том, что тот же Алексей Протас будет тащить столичных, а Овечкин получит шанс побить рекорд великого Уэйна Грецки уже в этом сезоне. Что происходит с этой командой, как и главное за счет чего они держат великолепную форму на дистанции всего сезона, а главное какой именно фактор способствует такому успеху. Вы на канале Где моя клюшка, чувак, меня зовут Михаил, подписывайтесь на канал, ставьте лайк на ролик авансом, будет интересно, а главное полезно. Погнали! Окунемся в жаркое лето 2024 года, хотя в случае Вашингтона в середину весны. 8 место на Востоке, тогда команда Овечкина чудом вышла в плей-офф, где получила 4-0 в первом раунде от Рейнджерс, и уже 29 апреля ребята мониторили авиасейлс в поиске дешевых авиабилетов. Команде прогнозировали перестройку, а большинство лидеров отправляли либо на пенсию, либо в дворовые лиги, что отражалось и в прогнозах букмекеров. Вам несказанно повезло, но я нашел скрин из БК от 15 октября 2024 года с коэффициентами на победителя Кубка Стэнли. Прошу обратить внимание на Вашингтон. КЭФ 67. Возможно, так непонятно всего моего но послушайте, общий консолидированный прогноз от экспертов такой. Вашингтон в сезоне 24-25 займет 26-е, мать его, место. Вы вообще представляете, какой просто перформанс выдают эти парни? От меня безграничное уважение всей этой банде. Отпускаем эмоции и переходим к сути сегодняшнего видеоролика. Что такого случилось с Вашингтоном, от чего они так заиграли? Может быть, успешные летние, осенние трансферы? Открываю список переходов, что вижу я. Пройдемся по каждому. Ушли. Дарси Кемпер, второй вратарь, мрачная статистика, пофиг. Макс Пачарити, 36 лет, пенсионер, еще вдобавок довольно травматичный, не беда. Николас Оби Кубель, 63 матча, 16 очков, 12 минут в среднем на площадке, переживем. Бэк Маленсик. Все те же самые слова, четвертое звено, только бросал он почаще и играл чуть побольше. А сейчас даже в команде в одной играет с Оби Кубелем в Баффало. Идем дальше. Ник Дженсен. Да, играл, да, много, в среднем 20 минут, но статистика не блистала. Один из худших бросков в команде, плюс показатель полезности в минусе. Отпускаем. Ну и все. Что получается? Избавились от балласта, либо просто неподходящих хоккеистов из 3-4 звена и не упустили ни одного лидера? Отлично. Что там по трансферам на вход? Пьер-Люк Дюбуа, одно из лучших подписаний вообще среди всех команд в межсезонье. Эндрю Маджипане, тоже отличный трансфер, обновили третье звено, красавчики. Джейкоб Чичран, шикарный атакующий защитник, я не знаю, как ни один другой топ-клуб не перехватил его летом. Тейлор Реддиш, обновление для четвертого звена, окей. То же самое можно сказать и про Брэндона Духайма. Далее, Логан Томпсон, шикарное подписание, не знаю, предполагалось ли, что он станет номером 1 или нет, но именно так и получилось. Мэтт Рой, крепкий опытный защитник, который до 25 лет тусовался в АХЛ, но потом вроде раскрылся, сейчас в Вашингтоне ему в целом доверяют. Ну и все. Шикарная трансферная кампания и на выход, и на вход. Тем самым Вашингтон точно повысил шансы на попадание в плей-офф. Окей, с этим разобрались, а что у нас там по текущему сезону? Вашик очень и очень стабильно идет на дистанции всей регулярки. Как я уже сказал, отрыв от второго места 9 очков, и я думаю, что на основании более чем 60 матчей можно сделать вывод, что никто Вашингтон с этого первого места не сместит. Что по командной статистике? На удивление, я думаю, многим, но Вашингтон первый, мать его, по запрошенным шайбам. 238 шайб за 66 матчей, это в среднем 3,61 шайбы за матч. Хотите еще мощный факт? В прошлом сезоне только Колорадо и Торонто дошли до этой отметки, а в позапрошлом Эдмонтон и Бостон. Чисто элитные пиковые формы тех самых команд. Что интересно, Вашик еще и одна из самых мало бросающих команд, по этому показателю они на 21 месте, 27,7 броска за матч. Помимо этого, Вашингтон на 5 месте по надежности обороны. Пропущено всего 171 шайба, это в среднем 2,59 шайбы за матч. Шикарные показатели.
Меньше пропускает только Нью-Джерси, Лос-Анджелес Кингс, Даллас и Виннипег. Слабая сторона — это игра в большинстве, лишь 15-й показатель в лиге. Мой совет, ребята, если вы серьезно гонитесь за кубком, нужно расти в этом плане. Сейчас показатель реализации равен 22,7%. Зато в меньшинстве вашек в полном порядке, 82% нейтрализации и 6-е место во всей лиге. С командой статистикой вроде все окей, единственное, нужно поправить большинство, и точно чемпионская команда. Давайте теперь посмотрим на лидеров, кто выделяется на фоне всей лиги по различным показателям. Логан Томпсон занимает 4-е место во всей лиге по проценту отраженных бросков 91,6 и 4-е место по среднему количеству пропущенных шайб за матч 2,36. Именно такого вратаря Вашингтону и не хватало. Все еще удивляюсь, как его получилось выдернуть из Вегаса. За голкипера Вегас получил выбор под 83-м номером на драфте 2024 года и выбор 3-го раунда на драфте 2025. Это прикол какой-то. Идем дальше. По лидерам: Алексей Протас. 3-е место во всей лиге по реализации бросков 22,4% среди тех, кто сыграл хотя бы 30 матчей. Получается, что каждый 4-5 бросок Алексея заканчивается взятием ворот. В целом, Протас проводит невероятный сезон. 66 матчей, 28 шайб, 30 голевых передач. Что за год у Алексея? Для справки, в предыдущих 169 матчах за Вашингтон Протас набрал 53 очка, а в этом сезоне уже 58. Идем дальше. Пьер-Люк Дюбуа. Как я уже сказал, трансфер выглядел просто отлично, и он полностью оправдал себя уже сейчас. Пьер 13-й по показателю плюс-минус во всей лиге, он у него составляет плюс 27. Помимо этого у Дюбуа 57 очков, 17 шайб, 40 передач в 66 матчах. Вау! А я напомню, от вас за мои старания подписка на канал и лайк на этот ролик. Продолжаем. Поговорим и про Овечкина. Саша идет на 6-м месте во всей лиге по заброшенным шайбам, при том, что он сыграл на порядок меньше матчей из-за своей травмы. Я думаю, что никто не ждал от Овечкина таких показателей. Да, часть голов забита в пустые, но никто даже сейчас Ови за это не упрекнет. Саша уже сейчас забил шайб больше, чем в прошлом сезоне. При этом среднее его время на площадке сократилось примерно на 1,5 минуты. Теперь оно составляет 17 минут 49 секунд. А вот количество бросков не уменьшилось, примерно 3 за матч. А вот их реализация сейчас составляет 17,6%. Это лучший показатель Ови за все время вступления в стане столичных. Показатель полезности у Саши тоже феноменальный, плюс 18, такого не было 9 лет. Как думаете, Саша побьет рекорд уже в этом сезоне? Нельзя не поговорить еще про нескольких творцов успехов Вашингтона в регулярке. Дилан Стром, 27-летний канадец, стал одним из главных открытий сезона, набрав 64 очка за 66 матчей. Это и лучший бомбардир, и лучший ассистент команды. У Дилана плюс 10 показателей полезности и почти 17% реализация бросков. При этом играет он далеко не больше всех. Всего 17 минут 32 секунды в среднем. Второй, не самый заметный герой текущего сезона НХЛ, Джон Карлсон. 34-летний защитник, лидер обороны, провел все 66 матчей сезона, играя в среднем по 23 минуты 46 секунды за матч. Показатель полезности у Джона составляет плюс 20, и помимо невероятной самоотдачи в обороне, Карлсон успевает и очки набирать. Их у него 43, невероятно. Наверное, уже на протяжении добрых 15 лет Джон сохраняет стабильность и является настоящей легендой Вашингтона. Единственное, что вызывает у меня вопросы, это броски. Бросает Джон также примерно 2 раза за матч, а вот результативность этих бросков упала, я бы сказал, даже рухнула. В 3 раза его броски стали реже становиться результативными. Благо в Вашингтоне есть кому заниматься забрасыванием шайб. Вот сказал слово легенда и вспомнил еще про одного парня, который по набранным очкам, показателю полезности, реализации бросков уже сейчас проводит свой лучший сезон в НХЛ, и это в 30 лет. Том Вилсон за 65 матчей набрал 54 балла, показатель полезности составил плюс 20, а каждый 5-й бросок оказался результативным. Вы, наверное, ждете реплики про удаление, но их действительно стало меньше. Там набегает в среднем 1 минута за матч. Такого в его карьере тоже еще не было. Просто вау. Ну и последний игрок, про которого хочется поговорить, это Конор Макмайкл.
Наконец-то 25-й номер драфта 2019 года добился доверия тренера и начал по-настоящему решать. 66 матчей, 23 шайбы, 28 передач, это вообще законно? Никогда даже близко Конор не подбирался к таким цифрам. Плюс 23 показатель полезности, 17 минут в среднем на площадке, вау, Конор, вау. И после такого подробного анализа, мне кажется, более-менее становится понятно, что вообще происходит в этом сезоне с Вашингтоном. Просто чуть ли не каждый сторожила команды проводит свой один из лучших сезонов. К тому же все трансферы оказались супер удачными. А кто же руководит таким замечательным коллективом? Спенсер Карбери с 23 года возглавляет Вашингтон. До этого главным тренером в команде НХЛ никогда не работал. Был опыт главного тренера в фарме Вашика, Херши Бёрс, а в НХЛ был только ассистентом в Торонто. Давайте сравним последние 2 сезона Вашика при Спенсере и 2 последних сезона при Лавиолете. Что кардинально изменилось? В первую очередь стали меньше пропускать. Новый главный делает больше упор на оборону. Соответственно, и бросать стали меньше. При том, что реализация даже улучшилась. Забивают в среднем столько же, а вот бросков, как я уже сказал, стало на порядок меньше. Что я думаю про плей-офф? Вот пока не посидел, не поразбирался в цифрах Вашика, думал, что один фиг ребята вылетят в первом раунде. Теперь мне так не кажется. Буду даже немного притапливать за Вашингтон. Обидно, что заняв первое место, они могут попасть, например, на Тампу или Рейнджерс, с которыми вообще придется ловить флешбеки из прошлого сезона. И просто точно не будет. Мой такой мини-прогноз. Вашингтон дойдет до финала конференции. Эти парни точно этого заслужили. А вы что думаете? Спасибо за просмотр. Подробная статистика в телеграм-канале и группе ВК. Все ссылки в описании. А от вас за моей стороны подписка на канал и лайк на этот ролик. Увидимся через неделю.